Привет, друзья, с вами Лада. В этом видео покажу, как сплести из газетных трубочек вот такую тарелочку с интересным основанием донышка и загибкой дорожкой. Если вам интересно, то присоединяйтесь к процессу. И благодарю вас за то, что смотрите мои видео до конца, плетете по моим мастер-классам, за ваши лайки, комментарии и репосты моих видео в соцсетях. И приступаем к работе. Эту тарелочку я плету из газетных или бумажных трубочек. Такие трубочки я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги, крашу их и обрабатываю. В своих отдельных видео я показываю процессы и покраски, и обработки. Ссылки оставляю в описании под видео и в верхнем углу видео в подсказках. На этих трубочках при покраске я специально сделала вот такой интересный и очень вкусный меланж. Также есть отдельное видео по тому, как сделать такой меланж на трубочках. Кликайте на ссылку в подсказках. И начинаю плести тарелочку. В основании для донышка я взяла 6 трубочек, разделила на 3 части по 2 трубочки и вот таким образом, как на видео, выкладываю из них треугольник. Далее нарастила 2 трубочки вместе, вот таким образом согнула их, и это у меня будущие 2 рабочие трубочки, которыми я сейчас буду оплетать вот эту конструкцию. Начинаю оплетать всю эту конструкцию, у меня получаются здесь двойные стойки, и вот эти двойные стойки я оплетаю 2 ряда. Пока у нас получается треугольник, но на 3-м ряду я разъединяю эти 2 стойки по одной и оплетаю уже по одной стойке, и вот здесь я уже постепенно начинаю превращать мой треугольник в круг. После того, как я в общей сложности проплела 4 ряда, каждой имеющейся стойке я добавляю еще по одной, вот таким образом, как на видео. И плету еще 4 ряда, оплетая уже двойные стойки. В общей сложности у меня проплетено 8 рядов. И когда я начинаю плести 9 ряд, я начинаю разъединять группы стоек по одной и оплетаю уже по одной стойке. По одной стойке я оплетаю следующие 5 рядов, и в общей сложности у меня получается проплетено 13 рядов. Диаметр моей тарелочки меня сейчас устраивает, и я заканчиваю плетение. Убираю рабочие трубочки именно так, как на видео. И сейчас каждой имеющейся стойке я добавляю еще по одной. Получаются у меня двойные стойки. И сейчас я приступаю к плетению загибки, и на каждой второй стойке я проделываю следующую манипуляцию, как на видео. Я прикладываю линейку, и от начала ряда на самой стойке я отмечаю 2 сантиметра. И на этом месте я делаю вот такой заменчик и складываю стойку, так как на видео. И начинаю делать загибку. Из пары стоек я беру сначала ту, на которой делала замин, сгиб, и ее укладываю следующим образом. Перед следующей, за вторую, перед третьей, за 4-ю стойку. Вот таким образом, как на видео. И далее таким же образом, прямо рядышком с ней, я укладываю и соседнюю стоечку. Здесь на ней я делаю заминчик где-то на 3-4 мм выше, чем на соседней стойке. Вот таким образом, как на видео. И также укладываю перед следующей, за вторую, перед третьей, за 4-ю. Обратите внимание, что концы
когда они прячутся у меня с изнаночной стороны, я пока не подрезаю. Я их буду уже подрезать тогда, когда сделаю всю загибку. А сейчас, чтобы они просто не мешались, я слегка их подрезаю, чтобы просто они не, так сказать, не топорчились у меня и не мешали мне делать следующие витки в загибке. И вот таким образом я делаю загибку дальше, ориентируясь на тот сгиб у стоечки, который я делала заранее. И здесь такой совет: сделать сгибы у стоечек заранее для того, чтобы у нас витки были равномерные по всей длине окружности тарелочки. И здесь важно понять и запомнить сам принцип плетения этой загибки. То есть каждую двойную стойку мы укладываем перед следующей, за вторую, перед третьей, за четвертую. Здесь у меня случилась следующая ситуация. Моей длины некоторых стоек просто не хватает, чтобы сделать загибку. Ничего страшного в этом нет. Я наращиваю стойки в тех местах, где они прячутся у меня за следующими стойками. Вот таким образом, как на видео. Ну и в конце загибки главное не запутаться. Мы помним принцип плетения и следуем ему. Если вы начинаете путаться, просто посмотрите, как у вас ложатся стоечки, как у вас ложатся витки, и, соответственно, проговаривайте про себя, что каждую двойную стойку вы укладываете на следующую, затем за вторую, потом на третью и за четвертую. Ну и в этих кадрах я показываю окончание этой загибки. Здесь приходится уже продевать стойки в труднодоступные места, но здесь главное не запутаться. Помните, что стойки не накладываются друг на дружку, они идут параллельно друг дружке. То есть если у вас какие-то витки получаются наложены друг на друга, значит вы в этом месте как-то запутались. Обратите на это внимание. И, соответственно, обязательно помните, держите в голове принцип плетения этой загибки. Тогда вам станет чуть-чуть попроще. Если вы путаетесь в самих стойках, то можете отметить их булавками. Тоже станет чуть-чуть попроще. Вот такая загибка получилась. Сейчас я подправляю витки, переворачиваю тарелочку изнаночной стороной вверх и подрезаю, аккуратненько подрезаю вот эти концы трубочек наискосок, так как на видео. Да, эта загибка не подразумевает того, что концы трубочек будут прятаться в плетение. Главное их подстричь, подрезать аккуратно, чтобы они не топорщились. И, конечно, эту тарелочку мы залакируем несколько раз и с изнаночной, и с лицевой стороны. И вот такая тарелочка получилась. Мне эта загибка очень нравится, я ее давно хотела попробовать, все как-то руки не доходили, но наконец-то я ее попробовала. Хочу сказать, что прям... мне очень понравилась эта загибка. Интересно будет посмотреть ее в исполнении разноцветных трубочек. Мне кажется, будет очень интересно. И я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и оказалось полезным. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты этого видео в соцсетях. Также жмите на колокольчик рядом с кнопкой подписаться, тогда будете в курсе выхода разных интересных видео. Желаю вам легкого плетения, вдохновения. Увидимся очень скоро и обязательно в следующих видео и трансляциях. Всем пока-пока!